Ягода – гибкая гибрид анема, которая функционирует аналогично линет, поскольку может создавать рассеивание и поглощать пиро, гидро, электро и криоэлементы. Ее отличает способность обеспечивать постоянное исцеление при сохранении высокой мобильности, что позволяет ей выступать в качестве источника поддержки и практической замене сахарозы в командах через реакции, когда требуется больше выживаемости. Она также хорошо справляется с ролью поддержки в лунных командах, получая значительную выгоду от механики лунного знамения. Хотя в настоящее время она является лучшим выбором для таких составов при низких созвездиях, несмотря на свою универсальность, у нее есть заметные недостатки. Ее элементальный навык требует длительного времени на поле боя для накопления, что может нарушить оптимизированные ротации или стать помехой в контенте, где важна каждая секунда. Если ее прервут или отбросят во время применения навыка, это может привести к нарушению ротации. Кроме того, ее ульта имеет высокую энергетическую стоимость, что заставляет вкладываться в восстановление энергии, особенно если у нее нету нужных созвездий. Ее сильные стороны заключаются в способности сочетать рассеивание, поглощение элемента, исцеление команды в одном слоте, оставаясь при этом мобильной. Когда высшее знамение активно, ее набор способностей значительно улучшается. Ее навык и ульта получают преобразование элементов, которое увеличивает частоту ее реакции. Она получает доступ к компоненту урона вне поля боя и функционирует как один из необходимых персонажей для лунного знамения, чтобы в первую очередь активировать состояние высшего знамения. Однако она сильно зависит от этой механики. Без высшего знамения она теряет большую часть своего элементального урона. Ее общая полезность в качестве поддержки заметно снижается. Ягода также действует как универсал, а не как специалист. Она может эффективно заполнять слоты для лунного знамения, но не доминирует ни в одной роли, а обеспечивает сбалансированную полезность в нескольких функциях. Естественная роль ягоды – анема, саб ДПС и поддержка, которая может поглощать элементы своей способностью и лечить с помощью ульты. Ее потребность в характеристиках проста. Большая часть ее урона и исцеления зависит от атаки, поэтому процентная атака универсальна для нее. Восстановление энергии необходимо на ее часах, чтобы обеспечить надежное время работы ульты, в то время как процентная атака остается самым сильным выбором для ее кубка. Ее корона может быть атакой процентной для личного урона, исцелением, если она больше сосредоточена на поддержании команды, или критами, если она использует лук Фавония, то есть крит шанс для поддержки команды. В лунных билдах ягода смещается в сторону использования взаимодействия с лунным знамением и таким образом получает выгоду от дополнительного мастерства стихий для усиления реакции. Ее приоритет в артефактах остается в основном прежним. Сначала восстановление энергии и атака, а потом мастерство стихии во вторую очередь. Серенада Шелковой Луны служит ее лучшим выбором для лунных команд, хотя Изумрудная Тень продолжает показывать высокую эффективность, если другой юнит уже использует Шелковую Луну. Ягода значительно улучшается, когда активно высшее знамение, поскольку он разблокирует наиболее важные аспекты ее умений. С вторым персонажем лунного знамения в команде ее элементальный навык усиливается. Когда ее индикатор заполняется, она не выпускает его сразу. Вместо этого она остается в состоянии непрерывного потребления элемента, который наносит урон в зависимости от поглощенного элемента, генерируя две элементальные частицы каждый раз, когда наносит этот урон. Это значительно помогает компенсировать ее высокую стоимость ульты. Ее элементальный взрыв, то есть ульта, также получает способность преобразовывать элементы, нанесенные ближайшими врагами, в соответствии с приоритетным порядком: пиро, гидро, электро и крио, что увеличивает ее стабильность в запуске рассеивания и нанесении урона на основе реакций. Когда она активирует свой навык, ягода входит в особое состояние, быстро мчится и поглощает элементы, которые наложены на врагов. Если рывок достигает цели и ее индикатор заполняется, она бросает колбу и наносит урон анема. Если она промахивается, она вместо этого разбрасывает дымовую шашку, которая все равно наносит урон анема. Когда высшее знамение активно, элемент, поглощенный в ее колбу, определяет урон вне поля боя.
которые она будет продолжать наносить, даже находясь в кармане, то есть вне поля боя. Ее взрыв еще больше повышает ее ценность как и поддержки, вызывая двух кошачьих помощников, которые постоянно лечат активного персонажа, наносят постоянный урон Анема ближайшим противникам и дает усиление элементального мастерства, когда хп активного персонажа поднимается выше 70%. Они также лечат союзника с самым низким хп, что делает ягоду одновременно эффективной поддержкой и в командах с реакцией. Ее пассивный талант, остроумный план истребования оплаты, позволяет получать определенные усиления. Если в команде есть пиро, гидро, электро или крио персонажи, ее ульта получает одно усиление. Ягода выбирает усиление по тому элементу, который в команде больше всего. Если элементов поровну, действуют приоритеты. Сначала пиро, потом гидро, потом электро, потом крио. Активируется только один эффект. То есть, если поровну, то в приоритете будет пиро, если нет пиро, то будет гидро в приоритете, если нет гидро, то будет электро и так далее. И, короче, крио вообще самый последний. Ну и, собственно, сами усиления. Если пиро, то ульта наносит на 30% больше урона. Для ДД, скажем так, сборки лучше всего. Гидро получает больше исцеления. Электро еще один дополнительный лапка кошки, или что оно там такое, короче, чаще будет, короче, атаковать. И крио быстрее будет атаковать. Робот или что у него там такое в этой электро... Координатор помощи, вот. Если электро, то у него плюс один координатор помощи будет еще сверху. Выбор артефакта для ягоды довольно прост. Лучший вариант в основном зависит от того, используется ли она в стандартной команде или в лунной команде. В общем игровом процессе ее самый сильный выбор – это изумрудная тень, поскольку его эффект из 4 частей обеспечивает непревзойденную стабильность, как для ее личной производительности, так и для сокращения сопротивления врагов, которых она поражает своим рассеиванием. Поскольку ягода тратит большую часть своего набора умений на запуск рассеивания и поддержку реакции, одновременно нанося урон и леча, универсальная полезность изумрудной тени идеально соответствует ее гибридному стилю игры. Он усиливает ее поддерживающую роль, сохраняя при этом ее собственный вклад в нанесение урона, что делает его самым надежным вариантом по умолчанию для широкого спектра команд. Однако, когда она используется в команде лунной, Серенада Шелковой Луны становится ее лучшим набором. Она специально разработана с учетом механики лунного знамения. И ее 4 части, баф, который она дает, усиливает мастерство элементов для всей команды, которое изменяется в зависимости от того, находится ли команда в состоянии зарождающегося или высшего знамения. Поскольку ягода может активировать этот эффект даже вне поля боя, а реакции Луны сильно зависят от мастерства стихий, Серенада Шелковой Луны обеспечивает уровень синергии, превосходящий традиционные наборы в составе, ориентированные на лунное знамение, то есть лунные реакции. Важно, что ягода может переключаться между этими двумя наборами в зависимости от того, что уже носят ее товарищи по команде. Если другой член команды с лунным знамением использует Серенаду Шелковой Луны, ягода может вернуться к изумрудной тени. Если хотите собрать ягоду в более ДД сборку, золотая труба служит функциональной альтернативой. Его бонусы к урону элементального навыка хорошо сочетаются с тем, что ягода может наносить урон из кармана. Главное активировать высшее лунное знамение. Это позволяет ей поддерживать приличный урон основного навыка, хотя ей не хватает полезности для команды, предоставляемой изумрудной тенью или синергией Серенады Шелковой Луны. Для ранней игры или 4-звездочный вариант инструктора остается приемлемым выбором благодаря своим большим усилениям мастерства стихии при срабатывании реакции, которые могут помочь поддерживать лунные команды или команды через реакции. С точки зрения приоритетов и характеристик, ягода сильно выигрывает от накопления атаки.
Причем 1800 атаки или выше является практическим порогом для оптимизации как ее урона вне поля боя, так и ее исцеления. Поскольку стоимость ее ульты высокая, ей следует стремиться к примерно 180-200% восстановления энергии, чтобы поддерживать постоянную работоспособность ульты. Мастерство стихии около отметки 200 также рекомендуется, когда ожидается, что она будет регулярно запускать реакции, особенно в лунных командах, где мастерство стихии напрямую влияет на урон лунных реакций. Критические статы, показатели, становятся актуальными только в том случае, если она оснащена фавонием, где поддержание достаточного количества крит-шанса обеспечивает надежную генерацию энергии для ее команды. В целом ее артефакты и приоритеты характеристик ясные и интуитивные, что позволяет ей наносить стабильный урон, надежно лечить и плавно поддерживать реакции в различных типах команд. Варианты оружия ягоды четко делятся на приемлемые, которые акцентируют внимание на перезарядке энергии, и поддерживающие бафы команды, и бесплатные альтернативы, которые обеспечивают стабильное время действия ульты, усиливая ее гибридные профили урона и исцеления. Среди премиум оружия самым сильным выбором является элегия погибели. Сочетание высокого показателя восстановления энергии и усиления всей команды, обеспечиваемого эффектом, делает его идеальным подходящим для ягоды. Пассивная способность дает бонус к мастерству стихии и атаке команды, которые срабатывают естественным образом благодаря ее постоянному использованию рассеивания, что позволяет ей вносить значимый вклад в игру и одновременно решать большую часть своих проблем с восстановлением энергии. Эта синергия делает элегию лучшим выбором как с точки зрения личной эффективности, так и с точки зрения ценности для команды, а также самым надежным выбором, независимо от того, поддерживает ли она стандартные реакции или лунные команды. Для игроков, ищущих более доступные пятизвездочные альтернативы, лук Амос служит простым, но эффективным источником характеристик. Хотя он не предоставляет помощи в генерации энергии, а его пассивная способность не взаимодействует со способностями ягоды, высокий базовый показатель атаки и процентное увеличение атаки напрямую увеличивают как ее урон, так и исцеление, которые масштабируются от атаки. Это делает его премиальным вариантом, когда нет ничего более подходящего. К счастью, ее бесплатный вариант гораздо лучший и значительно более синергичный. Лучший выбор для фри-то-плей — это ивентовое оружие, струны дождя радужного змея. Оно предлагает как восстановление энергии, так и силу атаки. Два параметра, которые наиболее необходимы ягоде. А его пассивка способна еще больше усиливать ее способность поддерживать ротацию ультой без ущерба для урона или исцеления. Эта сильная комбинация ставит его чуть ниже элегии для погибели и выше практически всех других пятизвездочных вариантов при использовании на ней. Лук Фавония. Еще один отличный вариант, получаемый во время квеста Архонта в Манштате и доступен в стандартных баннерах. Он обеспечивает высокие показатели восстановления энергии и способность генерировать дополнительные частицы для команды. При использовании требует значительного показателя крит-шанса, чтобы постоянно активировать пассивную способность, превращая его в надежный источник энергии для тех членов команды, которым нужно много энергии для ульты. И наконец, крюк Силка. Оружие, которое можно изготовить в Нордкрай, функционирует как чистый показатель восстановления энергии. Большое значение восстановления энергии позволяет ей часто использовать ульту, в то время как пассивный бонус мастерства стихии, хотя и не имеет отношения к исцелению, может помочь увеличить элементальный урон в реакциях, естественно. Построение команды вокруг ягоды напрямую связано с ее требованием к высшему лунному знамению, которое является ключом к раскрытию ее наиболее важных возможностей вне поля боя. Без второго персонажа лунного знамения для активации высшего лунного знамения она теряет элементальную конверсию, значительную часть урона и стабильную поддержку, которая делает ее эффективной в составах, ориентированных на реакции. Поэтому каждая оптимальная команда с ягодой начинается с выбора подходящего персонажа лунного знамения. Айна бесплатная, легко доступная, является одним из самых надежных союзников и может служить ядром многих команд.
Нефер и НФ также отлично подходят для работы с Яходой и могут быть использованы в более продвинутых лунных командах. То есть, так же как и в командах с Ведьминского шабаша, ей нужен кто-то с лунным знамением. Лунная бутонизация. В командах через лунную бутонизацию ягода органично вписывается в цикл реакции вместе с Нефер и Лаумой. Ее сочетание лечения и развеивания помогает стабилизировать ротацию, одновременно обеспечивая частые лунные реакции. Благодаря возможности поддерживать команду через элементальный взрыв, через ульту, открывается возможность безопасного использования таких персонажей, как Фурина, на гидрослоте, без риска для выживаемости команды. Аналогично заменив Нефер и Лауму на Нивелета и Нахиду, ягода продолжает предоставлять полезность через развеивание, лечение и дополнительное элементальное взаимодействие благодаря лунному знамению. Команда через лунный заряд. В лунном заряде командах ягода выполняет схожую роль с лунной бутонизацией, но при этом обеспечивает больше контроля через рассеивание для поддержки персонажей, ориентированных на лунный заряд. В парах с Флинс и НФ, или же Фишель, или Кваринда и Айна, она обеспечивает лечение, урон вне поля боя с активацией лунного знамения и стабильное восполнение энергии, что позволяет этим персонажам без перебоев использовать свои заряженные атаки. Ее способность поглощать и конвертировать элементы, применяемые противником в состоянии элементального навыка, гарантирует, что она продолжает приносить значительную пользу через реакции даже вне поля боя. Ядро лунного знамения. Ягода и Айна. Ягода отлично сочетается с Айна, формируя гибкое ядро лунного знамения, которое можно вставить в различные составы для стабильного применения элементов и устойчивого лечения. Например, ягоды и Айна могут быть включены в команду Арлекина, где поддержка лунного знамения высшего от Айна усиливает урон Арлекина, а рассеивание и лечение ягоды обеспечивает плавную ротацию без потери темпа. Аналогичная логика применяется к вариантам с Квариндой, где пара ягоды и Айна создаст стабильную платформу, элементальная конвертация, лечение и стабильная реакция, что позволяет персонажам вроде Кваринды или Фишель работать максимально эффективно. То есть общий принцип фактически взять Айна и ягоду вместе и вставить практически в любой вариант команды.